Два испанских гранда Барса и Реал делят первое место в мире по сумме контракта с экипировщиками. Оба получают в год более чем 100 миллионов евро. Значит ли это, что бренды уделяют особое внимание всей Ла Лиге? Или же флагманские клубы стоят особняком? Может, именно в испанском чемпионате бренды готовы показать все, на что способны, причем не только в финансовом плане, но и в дизайне? Пришло время в этом разобраться. Перед вами 5-я серия обзоров всех форм популярных европейских чемпионатов, а именно Ла Лиги. Усаживайтесь поудобнее, покопаемся как следует. Но перед началом напомню, что партнером нашего канала является компания Марафонбет, которая фаворитом текущего чемпионата Испании считает Барсу, несмотря на то, что прямо сейчас на первой строчке в таблице Реал. Мне кажется, в этом сезоне каталонцам будет очень непросто защитить титул. А как думаете вы? Ссылка на марафон внизу, а мы начинаем. Лидерами среди производителей футбольной формы в испанской премьере по количеству команд стали две компании – американский грант Nike и местные ребята из Хома по 4 клуба. Но если посмотреть на их партнеров, то станет понятно, что Nike доминирует, забрав сразу 3 сильных клуба – Барсу, Атлетико и Севилью. У Хома же команды все средние. Из других крупных брендов отмечу, что Адик имеет в активе 3 клуба, включая топовый Реал, а Пума подписала только одну команду. Среди титульных спонсоров наиболее широко представлены букмекерские конторы. Сразу 7 клубов сотрудничают с компаниями из этой сферы. Ситуация в Испании напоминает АПЛ. Правда, вот топовые клубы пока не спешат работать с организациями из области азартных игр. В основном логотипы таких спонсоров разместили команды среднего уровня. Пришло время рассмотреть формы подробнее. Начну с экипировщиков, которые имеют в своем активе по одному партнерскому клубу, а завершу кипой от самых популярных брендов. Обязательно досмотрите до конца, если хотите узнать, чем вдохновлялись дизайнеры при создании форм Барсы и Реала. Атлетик Бильбао продолжает сотрудничать с New Balance. Домашняя форма сделана в традиционном полосатом дизайне в красном, белом и черном цветах. Гостевой комплект зеленый с красными деталями на манжетах рукавов и едва заметным принтом, который вдохновлен узором флага Басконии. Золотые логотипы отлично смотрятся в таком сочетании. После 5-летнего сотрудничества с Adidas, Валенсия перед этим сезоном подписала соглашение с Пумой, которая только начинает активную работу на испанском рынке. Домашняя форма выполнена в чистом дизайне в белом цвете. На кипе выделяются лишь черные манжеты и оранжевый воротник. Согласитесь, логотип нового титульного спонсора Bwin делает эту форму сразу очень похожей на комплекты Реала конца нулевых. Настолько эта надпись ассоциируется с мадридцами. Дизайн гостевой формы напоминает еврокубковый комплект Дортмундской Боруссии. Верхняя часть майки контрастно отделена от нижней. При этом принт на кипе Валенсии намного смелее. Очень яркий узор в клубных цветах буквально горит на майке. Он вдохновлен фестивалем огня Las Fallas, который проводится в Валенсии каждый год. Третья форма очень напоминает комплект сезонов 90-93, где на голубой основе выделяется принт в виде мазков кистью. Тот период завершал первое сотрудничество клуба и Пума. Очень классная отсылка и в целом крутая форма. Домашняя форма Бетиса от Капа сделана в традиционную зелено-белую вертикальную полоску. Гостевая выполнена в чистом дизайне. Основа черная и зеленые логотипы. А вот третий вариант вообще необычный. Основной цвет розовый. По левой стороне проходит вертикальная зеленая полоса с геометрическим градиентом ближе к низу майки. Как по мне, идея прикольная, но сочетание розового и зеленого как-то не особо. Английский бренд Umbro сделал все 3 комплекта Мальорки на одном шаблоне. Домашняя форма выполнена в красном цвете с затемненными рукавами и черными элементами. Гостевая белая с едва заметными узорами и красными деталями, а третья в смелом сочетании черного и розового цветов. За эксперимент зачет. Форму Осасуны производит датский экипировщик Hummel, о чем говорит фирменный узор на рукавах. Домашний комплект выполнен в сочетании красного и темно-синего цветов с классическим воротником. Выездной в 2 оттенках бирюзового с белыми деталями. Местный бренд Кельме сотрудничает с 2 клубами лиги и делает неплохие комплекты. Все 3 формы Испаньола вдохновлены классикой. Домашняя навеяна комплектом 29 года, когда клуб выиграл свой первый трофей в истории –
Copa del Rey. Дизайн по традиции вертикальную полоску. Гостевой и третий комплекты вдохновлены сезоном 6-7, когда Эспаньол играл в последний раз в Еврокубках, дойдя до финала Кубка УЕФА. Те же сочетания цветов в обеих формах, что и 13 лет назад. Напомню, в этом году каталонцы снова сыграют, теперь уже в Лиге Европы. В целом исполнена новинка, она отлично. Домашняя форма Алавеса сделана в сине-белую толстую полоску. Все довольно просто. Выездной необычный розовый с монохромным логотипом клуба, а также с едва заметным гербом провинции Алава в нижней части майки. Третья форма сделана также интересно. Основа белая, рукава серые с эффектом меланжа, а логотип титульного спонсора выделен синим узором в виде молнии. Внизу майки виднеются силуэты башен родного города Алавес, Витория Гастейс. По-моему, очень крутая. Итальянская компания Macron также одевает две команды. Домашний вариант формы Леванте выполнен в вертикальную сине-гранатовую полоску, напоминающую по дизайну принт, который использовала компания Nike на рукавах майк и кофт в прошлом сезоне. Выездная форма является ремейком комплекта 1937 года, в котором команда выиграла Кубок Республики. На бело-синей майке отлично смотрится классический воротник в стиле поло. Третий же комплект в сером цвете с сине-гранатовыми деталями. Домашний комплект Real Sociedad выполнен в сине-белую вертикальную полоску, которая обыграна диагональным графическим принтом. Зацепиться глазу особо не за что. А вот гостевая форма интересная. Основной цвет зеленый, который разбавлен геометрическим рисунком зеленовато-желтого цвета. Монохромные черные логотипы отлично сочетаются с дизайном. Как по мне, одна из лучших форм лиги. На очереди бренд Adidas, который сотрудничает с тремя клубами. Домашняя форма мадридского Реала по традиции белая, а детали в этом году стали золотыми. В последний раз в таком сочетании цветов мадридцы играли в сезоне 11-12, когда им удалось выиграть Примеру, имея 100 очков в активе. Та форма очень нравилась фанатам. А вот гостевая джерси имеет более разнообразный дизайн. Основной цвет темно-синий. Майка украшена принтом в виде волн, который, по заявлению авторов, вдохновлен шумовой поддержкой фанатов мадридцев. Детали, а именно логотипы клуба и спонсора, выполнены в золотом цвете, а полосы на рукавах в еще более темном оттенке синего, чем основа. Лично мне форма очень зашла. Что скажут фанаты? Третий комплект выполнен в мятном цвете и очень напоминает гостевую форму Интера от Nike. Интересно смотрится воротник в ретро-стиле. В целом, думаю, не стоило ждать от формы Реала чего-то сверхнового, ведь в этом вопросе мадридцы очень консервативны. Дизайнеры же за гостевой вариант заслуживают похвалы. Кстати, купить оригинальную форму нового сезона мадридского Реала и других топ-клубов Европы, вроде МЮ или ПСЖ, вы можете в футбольном магазине fancard.ru. Я гарантирую, что там вы найдете только подлинную продукцию самых популярных спортивных брендов. Никакой пали. Для всех наших подписчиков магаз гарантирует бесплатное нанесение фамилии и номера при покупке майки. Достаточно будет сказать этот пароль оператору по телефону, либо указать его в комментариях к заказу. Ссылка на магаз внизу, а я продолжу. Домашняя форма Сельты основана на шаблоне Tiro 19. Кипу на этой рыбе Адик в этом сезоне показывал неоднократно. Например, третья форма Лестера. Основной цвет небесно-голубой. Гостевая форма бордовая с горизонтальной полоской. Кажется, если бы Adidas сделал форму для Спартака, она бы была примерно такой, только в красно-белых цветах. Помните эту ужасную прошлогоднюю форму Вальядолида от Hummel, которую мы даже включили в наш топ самых отвратных маек года? Кажется, та кипа не зашла не только нам, ведь в новом сезоне клуб решил сменить экипировщика. Так выглядит новая домашка от Adidas. Несмотря на шаблонность и традиционный для клуба дизайн, она стала получше прошлогодней. Сами сравните. Выездная форма также простенькая и выполнена в пурпурном цвете с тонкими красными вертикальными полосками и белым воротником и маншетами рукавов. В общем и целом, Адик остался шаблонным, только гостевая форма Реала получилась неплохо.
И вот мы плавно подошли к лидирующим по количеству команд брендам. Первый на очереди Хома. В сезоне 19-20 Eibar стал сотрудничать с испанской компанией, прекратив партнерство с Пумой. Домашняя форма сделана вертикальную красно-синюю несимметричную полоску и выделяется нестандартным воротником пола. Выездной вариант выполнен в сочетании зеленого и желтого цветов. С виду очень напоминает форму Норвича. А третий комплект в голубом цвете с синими и красными деталями. Для Хетафе Хома сделала довольно простые комплекты. Все три выполнены на одном шаблоне и отличаются цветами. Домашний синий, гостевой оранжевый, третий желтый. Фишкой можно назвать принт на рукавах, имитирующий следы от кошачьих когтей. Это символ фанатского объединения Peña Cuatro Gatos. Интересно, что для Хетафе Хома сделала особенный домашний еврокубковый комплект с меланжевыми рукавами. Этот вариант смотрится даже стильнее основного. Домашняя джерси Леганеса по стилю напоминает форму Испаньола Леванты, белая синяя вертикальная полоска. Из особенностей горизонтальная градиентная полоса на груди, которая служит фоном для лого спонсора. Выездная форма намекает на прозвище клуба «Огурцы» и выполнена в зеленом цвете. Третий комплект фиолетовый, украшенный геометрическим принтом по всей майке. Домашняя форма Вильяреала каждый год практически неизменна. Верность традициям, что поделать. Чистый желтый дизайн украшен слегка олдскульным воротником и синими деталями. Все очень просто. В гостевой дизайнеры подобрали интересное сочетание цветов. Как по мне, темно-зеленая основа и бирюзовые детали неплохо гармонируют друг с другом. А вот третий комплект, похоже, претендент на топ ужасных форм года. Голубую форму портит очень странный принт, который уж очень сильно бросается в глаза. Ну и напоследок посмотрим на формы от Nike. Гранада подписала соглашение с экипировщиком перед началом этого сезона. Выход в премьеру позволил клубу получить неплохое в финансовом плане предложение от американского бренда. В год Гранада будет поднимать чуть более 1 000 000 евро за сотрудничество. Неплохие деньги, учитывая, что, например, в РПЛ средние клубы порой сами платят за кипу. Домашняя форма сделана в горизонтальную красно-белую полоску с синими деталями. Такой дизайн является классическим для клуба. В этой форме, кстати, Гранада успела хлопнуть Барсу, так что свое место в музее уже может занимать. Выездной комплект сделан в темно-синем цвете, третий в белом. Несмотря на интересный рекламный ролик, который посвящен 3 комплектам формы Севильи, кипа получилась довольно скучной и простой. И домашняя, и гостевая третья сделаны на одном шаблоне Nike Vape без каких-либо интересных деталей. Отличие форм лишь в цветах. Отмечу, что титульным спонсором команды являются наши партнеры Marathon Bet. Клуб и компания сотрудничают первый сезон. После 2 сезонов экспериментов с полосками, Nike решил сделать форму Атлетико Мадрид максимально традиционной. Мне кажется, иногда освежать классику полезно, чтобы потом с удовольствием к ней вернуться. Как говорят дизайнеры, новинка вдохновлена по большей части формой сезона 9-10, когда матрасники взяли Лигу Европы. С того момента прошло 10 лет, и кажется, именно тогда был старт превращения мадридцев в настоящий грант. С тех пор клуб выиграл 9 титулов. Гостевая форма черная с красными деталями. Эти цвета всегда круто сочетаются. Дизайн простой, без каких-либо фишек. В третьей форме Nike, как и в случае с другими топовыми командами бренда, следовал идее ностальгии по 90-м годам. Форма сделана в голубом цвете с синими деталями. Дух старины отлично передает классический лого Nike и дико стильный ворот, который используется также в форме Челси. На нем изображено 7 звезд, столько же находится на клубном логотипе. Кстати, вы знаете, что они означают? Пишите. Проверим вашу интуицию. Домашняя форма Барсы впервые в истории сделана в клетчатом дизайне. И я думаю, фанаты каталонцев еще до конца не отошли от этого шока. Дизайнеры Nike, видимо, забыли критику, которую они получили с формой в горизонтальную полоску несколько сезонов назад. Но уже известно, что в следующем году кипа каталонцев снова станет ближе к классике. А вот гостевой комплект куда интереснее. Он был представлен в день 40-летия Ла Масии, знаменитой Академии Барселоны, и был посвящен именно ей. В год основания школы, в 1979 году, каталонцы играли в очень похожей форме. Желтая основа и 2 сине-гранатовых диагональных полосы по всей майке. Оценить крутость Ла Масии можно по одному факту.
В 2010 году она стала первой молодежной академией, подготовившей всех 3 номинантов на «Золотой мяч» – Андреса Иньесту, Лионеля Месси и Хави. Думаю, такая школа достойна того, чтобы ей посвящали игровую форму. Третий комплект вдохновлен 90-ми. Сделан он в светло-бирюзовом цвете с синими деталями. Выделяется классический полуворотник и едва заметный принт в виде герба города Барселона. Как мне кажется, формы испанской лиги точно нельзя назвать самыми стильными в Европе. Хотя, может, после обзоров 4 лиг кипа мне уже приелась, я просто не вижу никакой красоты. На мой взгляд, лучше всего получились гостевые майки Реала, Барса, Реала Сосьедад и Валенсии. Как всегда, голосуйте за самую красивую вот тут, а если вашего варианта нет, выбирайте пункт другая и обязательно в комментариях напишите, какая вам зашла больше всего. В прошлом ролике про серию А лучшей вы назвали 3-ю форму Интера. Пора и сейчас вынести справедливый вердикт. Друзья, я все еще не знаю, стоит ли делать отдельный видос по чемпионату Франции, или же запилить общий, где покажу кипу значимых клубов остальных стран, из той же Франции, Турции, Шотландии. Я хочу, чтобы вы в комментариях написали «Франция» или общий видос. Я обязательно прочту все комменты и сделаю, как решит большинство. Хочется, чтобы вам было интересно. Ну а чтобы не пропустить следующее видео, обязательно нажмите на кнопку подписаться и на колокольчик. Уже совсем скоро 2-я серия про прокачку бут с крутым героем, а также рассмотрим все отличия оригинальной формы от Пали. Будет очень интересно. А пока гляньте наши прошлые ролики. Я Юра Русанов, Мяч Лаб. Пока.